Ассаламу алейкум, уважаемые. Сегодня мы продолжаем свой цикл правых передач. Сегодня вещает у вас Данат Намазбай, Эдыге Ахмед. Сегодня у нас новая тематика, называется политэкономика. Также мы коснемся языка. Да, всего коснемся, всего понемногу, понемногу. И сегодня вы, надеюсь, хотя бы, немного поймете, что такое правонационализм. То есть, что такое правое, с нашей точки зрения. Донат у нас часто спрашивает по поводу экономики. Что вы предлагаете, для населения? Ну, скажем так, люди в основном ожидают услышать, да, мы придем, и будет фиксированный курс тенге, мы придем, и там интервенции Нацбанка будут такие частности, которые в зависимости от обстоятельств. Вот как складывают обстоятельства, такие. Как оно есть. Да, так и тот орган, тот или иной, который заинтересован в этом действии, он принимает решение. Не суть важно. В чем заключается роль государства? Роль государства заключается, чтобы оно богатело. Да. Богатело за счет налогов, которые поступают от частного сектора. Окей, мы это порешили. Вопрос теперь следующий. Как сделать, чтобы частный сектор был массовый в части того, чтобы он был массовый как бизнес-субъект, и чтобы он платил налоги. То есть у него была какая-то мотивация по выплату налогов государству. Это на самом деле легко сказать, но здесь такая совокупность факторов. Я немножко сейчас назад исторически отодвинусь. 90-е годы, помните, середина, наверное, такой общественный договор. Сначала экономика, потом политика. Да, вы не мешайте, там Олимп своими грязными лапами карацуек не трогайте, а мы тут все за вас порешаем. Мы такие, ну ладно, окей, решайте. И вот мы такие решаем, курс доллара скачет, какие-то непонятки, период прогнозирования скатился там буквально до месяца. Мы все смотрим, как поведет себя наш сосед, да, геополитический типа партнер там, и так далее, и так далее. Там, да, партнер по экономическим всяким там, союзам и так далее. А ничего взамен предложить не можем, как самостийный, да, как самостийный субъект. Да. И вот мы сидим, мы с биноклем и смотрим, а что ж там сейчас Владимир Путин или Дональд Трамп предложат нам и городу и миру, да, что, от чего нам плясать. Хотя на самом деле все очень можно описать одним словом. Чтобы частный сектор чувствовал себя уверенно, чтобы он был мотивирован платить налоги, надо в первую очередь сделать так, чтобы он почувствовал себя хозяином. Когда ты чувствуешь себя хозяином, ты можешь прогнозировать, окей, на месяц, даже с учетом месячного прогнозирования, у тебя все равно остается в душе твоей там, или в твоем бухгалтерском балансе определенные вещи, которым ты можешь управлять с той или иной эффективностью. Ну, тут уже от субъекта зависит. А у нас, к сожалению, такого нет. Я не могу сказать, что каждый чувствует себя хозяином и может в связи с этим, как хозяин, потребовать в хорошем смысле слова, как гражданин, как экономический субъект, от того, кто этим на макроуровне уже управляет. К сожалению, не может. Потому что хозяин, он чувствует себя только в каком-то моменте. Если этот момент пропадает, он просто уходит в кэш и уходит либо в тень, либо за границу. Что не тот сценарий, не этот сценарий, он в принципе государству не выгоден. То есть ты хочешь сказать, что государство не гарантирует, наших граждан, особенно малый и средний бизнес? Государство, по большому счету, государство должно гарантировать, государство должно гарантировать равные возможности и права. Но государство не может гарантировать результат. И это нормально. Так и должно быть. Чувствуя себя хозяином, человек может уже как-то более-менее быть экономически активным, в смысле здорового человека, да, а не курильщика. Но тут возникает вопрос, как он может быть экономически активным, чувствовать себя хозяином, предъявлять права хозяина, если не имеется политической подоплеки. Это на самом деле невозможно. Мы прошли 27-летний этап, когда сначала экономика, потом политика. Мы, к сожалению, в экономику не очень смогли, а в политику мы смогли вообще, не смогли от слова абсолютно. Ну, как граждане. То есть, соответственно, интерес правых и вообще государства
которое состоялось как государство, а не как 404 или проект, который держится непонятно на чем, на честном слове, он заинтересован в коллективном участии частного сектора в принятии тех или иных политических решений. Вообще любых. Да. Вообще любых. То есть он заинтересован, чтобы их интересы, к примеру, были представлены в каком-либо представительном законодательном органе. Потому что Парламент, это, да, допустим? да, к примеру, как парламент. Это нормально. Да. Ну, это нормально. нормально в развитых государствах. Да. То есть кто-то представляет интересы тех или иных экономических групп. Чем более они раздроблены, ну это мое такое субъективное мнение, тем лучше. Потому что чем больше игроков, тем, соответственно, это идет широкий спектр выбора, такая конкуренция здравая. Из этой конкуренции уже выходит что-то более-менее подходящее всем. Ну, на условии какой-то договоренности там, и так далее, и так далее. Это нормально. Что касается, опять-таки, таких философских вещей, когда говорят люди, вот у нас нет производств, у нас нет того, сего. Вы, опять-таки, гляньте на основу, да, на нашу географию, демографию там, и прочие вещи. С кем соседствует Казахстан? Он соседствует с Китаем. Глобальная фабрика. Он соседствует с Россией. Это не глобальная фабрика, но тем не менее они задают тон у нас, на нашем внутреннем рынке. У нас есть соседи, как активно развивающийся Узбекистан, который вроде как там идет по пути каких-то там реформ. Ну это ладно, отдельная тема, но достаточно взять один Китай. То есть, к примеру, когда можно, в принципе, у нас организовать завод по производству смартфонов. Но тут же включается себестоимость. Да, логика обыкновенная. Я 100 за 200 скажу, что производство, себестоимость одной единицы смартфона в КНР будет в разы дешевле, чем в Казахстане. Технически у нас производить можно все что угодно. Даже электрокары а-ля Тесла. Но они будут, во-первых, гораздо дороже. Во-вторых, нам очень сложно найти путь на внешние рынки. Пресловутое отсутствие выхода к морю. Как бы это смешно ни звучало в тех или иных там, мемасиках, да, но на самом деле такие есть. Но, например, остается такой фактор, как наше местоположение. Мы находимся, опять-таки, между глобальной мировой фабрикой и между рынком сбыта. Рынок сбыта Европа, Евросоюз, вернее, отчасти Ближний Восток. Ну, Ближний Восток больше, наверное, к нам подходит. Там, в части производства сельхозтоваров, пшеницы и так далее. Но, тем не менее, вот этот вот фактор, он очень важен. И он, к сожалению, пущен на самотек. То есть, да, можно много декларировать в части участия в проекте «Великий шелковый путь», который инициирован, опять-таки, китайцами и так далее, но, к сожалению, де-факто он никак не эксплуатируется, де-факто он никак не продвигается соседними странами. То есть мы можем, конечно, какую-то ветку или какие-то там автобаны построить на своей территории, но они буквально будут до нашей границы, до периметра. А дальше уже как бы, дальше будет какая-нибудь поганая проселочная дорога, по которой уже там, такие траки, автотраки, которые заточены на транснациональные перевозки, они уже ходить не будут. Я перебью. Здесь получается, ты предлагаешь о том, что мы должны пользуются нашей возможностью, транзитной возможностью. Да. И это плавно переходит на ту сторону экономики, о том, что то есть экономика наша должна быть заточена не только на энергоресурсы, но и помимо использовать свои возможности. Это логистика. Может, дальше как бы продолжишь, о чем именно? Ну да, речь грубо говоря, Казахстан это классическая сервисная экономика. А сервисная экономика, она помимо прочих ништяков, в части того, что ну, там, да, инфраструктурно дороги построить и прочее, но она чем хороша? Сервисная экономика, она затрагивает очень большое количество людей. Да. То есть, чтобы обслуживать вот эти потоки, нужно много людей. Да. Много наших людей. Понимаешь? Это решает многие вопросы. Социальные, экономические, безработица, снижение преступности и прочее. Социальный фактор здесь будет задействован очень активно. Он колоссальный просто. Колоссальный. При том, что не надо как бы трогать сырьевой сектор. То есть данные Богом нам ресурсы, они
при помощи иностранных инвесторов, либо там из советского наследия уже произошла какая-то разработка, они идут ради Бога. Это должно быть. Но надо помнить, то, что что в мы сырьевых используем сейчас. диктатурах вообще в целом человеческий капитал всегда избыточен. Потому что, Сырьевых. да, потому что на всех скважин не хватит. На всех, грубо говоря, бензовозов не хватит. Да. На всех не хватит операторов ЖД, вот этих вот. НПЗ. Не хватит на тех, кто вышку- будет на вышку, оперировать да, не так много. перевозкой топлива по железной дороге и так далее. На всех не хватит. Соответственно, капитал человеческий, он избыточен, его надо куда девать. Его начинают распихивать по госструктурам, квазигосструктурам и прочим структурам, от которых КПД минимальный, выхлоп маленький. Они как бы оказывают какие-то услуги населению, но на самом деле сейчас онлайн-инфраструктура настолько развивается, что можно делать все дома, а этих людей сокращать. Это по логике. А куда их сокращать? В никуда, что ли? Они что будут заниматься? Да. Они будут голодать. Да. В лучшем случае. В худшем они просто возьмутся За вилы. за молотки и ножи и пойдут как бы другим путем себе хлеб добывать. А зачем это надо? Это никому не надо. Соответственно, так долго продолжаться не может. Почему? Потому что вся конъюнктура, она зависит от ценообразования, которое формируется на Лондоне, на Нью-Йорке, на Токио и так далее. Все эти геополитические вещи, которые влияют на ценообразование, не проходят мимо нас. Мы просто как бы наблюдатели. И мы принимаем это как факт. Как данность, да? Да, как данность, и как бы на такой козе далеко не уехать. Соответственно, в нашем представлении это сырьевой сектор, как само собой разумеющийся. Это сервисная экономика по обслуживанию транзита и переработка сельскохозяйственных каких-то продукций. Да. То есть, в принципе, если даже возможности у нас большие. возможности колоссальные, взять тот же ЖТСУ нашу, Алматинскую область. И сравните Израиль, допустим. Ну, я как-то видел, Там у нас в еще супермаркете укроп. Прикинь, Израиля. укроп из Израиля. Да, да. Я думаю, ЖТСУ может укропом при Весь мир правильном завалит, подходе да. завалить весь мир вообще этим укропом. А Израиль просто он тонет. Но опять-таки тут вылазит вопрос политики о том, что те или иные условия должны ставиться спросом. То есть появляется какой-то класс коммерсантов, который говорит: ребят, у меня есть возможности, мотивация и даже капитал обслуживать сервисную экономику нашей страны. Но мы этого не делаем. Мне приходится заниматься либо купи-продай, либо просто заниматься спекуляциями на рынке недвижимости, либо просто нифига не делать, либо просто обслуживать госсектор. Да. То есть у нас сейчас экономика, она как бы растет за того, что мы все обслуживаем госзаказ. А учитывая, что по новостям постоянно там кто-то из правительства суесосит своих исполнителей, что в какой-то там области N не освоено столько-то миллиардов тенге, они не освоены из-за того, что некому там, кому-то предоставить товар или услугу. Они не освоены из-за того, что как бы плохо развит рынок, плохо развита инфраструктура, и в целом у нас предпринимательская среда на уровне малый и средний, она недостаточно развита, особенно на уровне малый. То есть люди как бы во имя сиюминутной выгоды они заключают какие-то непонятные сделки, исходя из того, что они не могут прогнозировать. Ну, ты хочешь сказать, что нынешняя экономическая модель – это, так сказать, прошлого века, это не 21 века, эта модель, может, пошла, в смысле, подошла бы для 90-х годов, допустим, 20 века. Нет, в 90-е годы, когда заключался общественный договор, мы все были настроены, сейчас мы нарастим себе определенные запасы Да. за счет сырьевого сектора, а потом рванем. Но мы рванули не в ту сторону немножко, как мне кажется. Далеко, да. Мы рванули в сторону Экспо, например. Мы рванули в сторону Сами. какой-то непонятной показухи. Мы рванули в сторону ФИР. Опять-таки мы ФИР, программа форсированного индустриально-инновационного развития. То есть мы решили, будучи соседом Китая, глобальной мировой фабрики по производству всего, Мы решили производить... мы решили сделать то же самое, только в масштабах Казахстана. 18 миллионов. 18 миллионов. Внутриконтинентальное устройство. Отдаленность городов. Опять-таки наличие Китая. Как бы это странно. Как бы, знаешь, была новость, что где-то там на севере, в Акмолинской области, собрались построить огромный свинокомплекс, чтобы экспортировать
свинину в Китай, в страну, где самое большое поголовье свиней. Да. И Ну, это разве не себестоимость глупо? была бы дороже. Конечно, дороже. Иначе, Два раза. это как бы, знаешь, пчелам мед продавать. Мгм. Есть такой какой-то местный казахстанский говнофильм, я не помню, лет 5 ему. Там какой-то, там один из персонажей, по словам главного героя, продавал нефть арабам. Он подразумевал, что арабам таким приличным. Нефть нужна будет, да. Да, ну как это, мед пчелам продавать. Да. Соответственно, мы правы исходим из логики, Прагматизма. такой прагматизма и здравого смысла, на самом деле. Давайте учитывать существующие факторы производства товаров и услуг, которые мы можем предложить миру. Тем самым мы займем свое место в глобальном распределении труда. Этой фразы чураться не надо. Так уже сложилось и сложилось до нас. Произошло глобальное распределение труда. Но оно сможем свое место занять только тогда, когда наш субъект экономической деятельности почувствует себя хозяином. Почувствует себя хозяином, и в первую очередь он сможет предъявить какой-то спрос. Спрос на те или иные условия для ведения бизнеса и вообще какой-либо экономической деятельности в нашей стране. Если этого не произойдет, он также будет дальше надеяться на госзаказ, на госсектор, тендер, откат, шапка и прочие такие вещи сиюминутные. Я понимаю, что для нас всегда хватит кулька гречки и мешка и там ведра картошки, но давайте немножко рассматривать свою ситуацию в том, что могло быть лучше. И не могло быть лучше, а может быть лучше. Исходя из этого, как бы строить свои дальнейшие планы. Вот и все, что мы можем сказать сейчас по экономике. У нас есть там, в принципе, заготовки, но я вам скажу так, со всей уверенностью, что они далеко, сильно далеко от того, что я сейчас сказал, не ушли. Поэтому чувствуем себя хозяевами нашей земли, чувствуем себя хозяевами положения, а дальше уже как бы все решит рыночек. Вот и все.